Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Продолжаем обозревать сборки Windows, которые вышли в 2000-е года. И сегодня у нас на очереди легендарная сборка 2008 года выпуска Windows XP SoundBuild 2008. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с эмочиком и погнали. Будет очень интересно. Итак, загружаемся мы с вами с установочного образа данной сборки. И перед нами появилось загрузочное меню данного диска. И тут мы можем с вами загрузиться с жесткого диска, флопика, запустить программу Volkov Commander, файловый менеджер в режиме DOS. Partition Manager – это программа для управления разделами жесткого диска. Проверить жесткие диски с помощью утилиты Victoria и запустить проверку памяти в программе MemTest. Но мы с вами выбираем вариант установка Windows XP 2008. Кстати, внизу в описании этого варианта было написано установка русской версии Windows XP SP3 2008 Pro со всеми обновлениями. Эта сборка вышла, как вы уже, наверное, поняли, в 2008 году. Интерфейс установки сейчас полностью классический. Он во всех сборках Windows XP вообще не меняется. То есть текстовый этап установки все время один и тот же. Как и должно, в принципе, быть. Эту сборку я, кстати, лично встречал на многих компьютерах. Эта сборка считается одной из самых легендарных. Наряду с чипом, зверем и многими другими сборками Windows XP тех лет. И тут сразу же появляется окно с выбором раздела жесткого диска. Но мы создадим прямо один раздел, так как это виртуальная машина. И просто форматируем раздел. Здесь все будет по дефолту, как в обычном Windows XP. Здесь ничего прям сверхъестественного вы не увидите. Поэтому я возобновлю запись сразу после окончания копирования файлов и до того момента, как пойдет загрузочный экран Windows. Итак, копирование файлов успешно закончилось и произошла перезагрузка системы. И тут у нас с вами виден легендарный загрузочный экран из Windows Vista. Или как в сборках говорится, в стиле Windows Vista. Далее у нас идет распаковка драйвер-паков. После завершения распаковки драйвер-паков появилось вот такое интересное окошко. Здесь мы можем сразу же задать все настройки. Здесь мы можем написать сразу свое имя пользователя. Артем просто напишу. Организацию можно убрать. Видите, ключ уже введен. Имя компьютера пусть останется как есть. Также тут есть другие настройки. Мы все оставим полностью по умолчанию. Нажимаем на кнопку «Сохранить». И прямо сейчас мы с вами дождемся графического этапа установки. Вот и появился тот самый графический этап установки. Установка русской Windows XP SP3 SoundBuild 2008 Gold. Интерфейс а-ля обоя Аврора. Самая легендарная обоина, которая была еще в бета-версии Windows Vista под названием Windows Longhorn и в macOS 10, если я не ошибаюсь. Если я вдруг ошибаюсь, подправьте в комментариях. Также знаменитая бокс-коробка Windows Vista, только синего цвета. Очень много раз я видел черную, зеленую, синюю. Синяя коробка, точнее синяя бокс-коробка Windows Vista это была для бизнеса, то есть Windows Vista Business. Итак, подождем мы с вами, пока закончится установка. Здесь ничего интересного пока вы не увидите. Если вдруг будет что-то интересное на этом моменте, то я обязательно возобновлю запись. Второй этап установки был успешно пройден. Там ничего не было интересного, поэтому не стал дальше вам показывать. И дальше у нас появляется, ребята, первая начальная настройка. Кстати, оригинал здесь все. Microsoft Windows XP, все надписи, все оригинальное. И появляется та самая анимация Windows XP. Самое что интересное, сейчас нету звука, потому что драйвера на видео, точнее на звук драйвера не встали, поэтому придется звук потом установить. Драйвера на звук. Итак, пишем имя пользователя свое. Здесь только один этап первоначальной настройки, что неудивительно. Интересный экран привет. Стиль надписи «Добро пожаловать» напоминает чип. Больше напоминает чип или зверь 2007 года. Обзоры, кстати, на чип и зверь на моем канале есть. Вы можете, как говорится, посмотреть. После входа в систему у нас тут появился Best Post Installer. Оболочка до установки приложений. Давайте мы с вами посмотрим. Ребят, посмотрите, сколько здесь всего интересного.
Ну, давайте мы установим все, в принципе, по умолчанию, в принципе. Давайте я даже чуть-чуть галочки здесь поставлю, без проблем. В общем, установим все по умолчанию, То есть, как и должно, ребята, быть. Вот так даже сделаем. Все, установим это мы все по умолчанию. Пусть будет, зададим перезагрузку системы. И здесь уже будет два этапа установки. Сначала будут установлены все системные компоненты по типу DirectX. Кстати, тут DirectX немножко написано неправильно. А потом будут устанавливаться уже все остальные программы. Установка программ это долгий процесс, поэтому целиком я вам показывать его не буду, так как ничего тут особенного или интересного вы тут не увидите. Итак, друзья, после завершения установки программ в систему, у нас появилось окошко под названием Respatch Black Dark Area. Здесь мы можем с вами выбрать варианты пакета оформления Black Dark Area. Здесь мы можем сделать синее оформление желтыми папками, зеленое оформление желтыми папками и зеленое оформление зелеными папками. Давайте мы с вами выберем вот это. Вот этот пункт: желтые папки, синее оформление. И сейчас пошла распаковка файлов этого пакета оформления. После распаковки файлов пакета оформления появится командная строка с интересным функционалом. Ну, не с функционалом, а с матрицей. Сейчас я вам это покажу. О, смотрите, пошла у нас интересная матрица. Сначала у нас идет зеленый текст зеленого цвета. А теперь, смотрите, красный цвет пошел. Кстати, красный цвет здесь выглядит очень красиво, не спорю. А теперь, смотрите, у нас белый текст пошел. Или серого цвета текст пошел. Пока не могу разобрать. Ну, скорее всего, белый. А теперь у нас желтый текст. Посмотрите, какая интересная матрица. Только в этой сборке такую матрицу в командной строке можно увидеть. Да-да. Дорогие друзья, установка пакета оформления успешно закончилась. Посмотрите, какой красивый экран привет. Смотрите, вот эта полоса бегунка теперь стала синего цвета, а не зеленого, как была изначально. Итак, после завершения установки пакета оформления мы наконец-то попали на рабочий стол. Посмотрите, какая красота. Новые иконки в стиле Vista 7. И много интересных программ и игр. Но перед тем, как мы с вами все это будем смотреть и возвращаться в далекий 2008 год, мы с вами по традиции установим на виртуальную машину пакет VMware Tools для улучшения производительности и чтобы мы могли хотя бы поставить нормальное, адекватное разрешение экрана. После установки пакета VMware Tools я запись возобновлю обязательно. Итак, установил я уже виртуальные драйвера на эту сборку. И посмотрите, как теперь красиво выглядит рабочий стол. Интересная обоина. Значки. В общем, перед нами сейчас 2008 год. Все программы, которые здесь были установлены, они актуальны на 2008 год. Смотрим свойства системы. Кстати, в контекстное меню пункта «Мой компьютер» добавлены диспетчер устройств, командная строка, панель управления, редактор реестра, службы, перезагрузка, выключение. То есть добавлены новые пункты меню. Это, кстати, очень удобно. Свойства системы выглядят вот так. Вот здесь интересная красивая картинка в стиле обои Аврора. Бокс-коробка Windows Vista синего цвета. Microsoft Windows XP Professional Edition версия 2008. Service Pack 3. Третий Service Pack. И картинка моего процессора даже определилась. Intel Celeron N4000. 512 мегабайт оперативки. Посмотрим, что у нас по программам. Давайте по порядочку на рабочем столе. AIMP. AIMP это очень классная программа. Кстати, тут ошибка звука, это нормально, потому что почему-то не встал драйвер на звук. Скорее всего, он удален. В этой сборке стандартный звуковой драйвер системы. Я не знаю по каким причинам, ну да ладно. Смотрите, ребята, вот AIMP. Это просто классика. Какой-то у нас год, 2008 год, версия 2.5.0. Легендарный плеер, просто легендарный. Я сам таким плеером по сей день и пользуюсь. Если вы вдруг тоже пользуетесь, напишите об этом. Так, Alecpad. Alecpad это у нас текстовый редактор. Версия у него 4.0.9, 2006-2008. То есть, профессиональный, как говорится, блокнот. Можем, вот, даже автопереключение раскладки сработало. Скорее всего, какая-то программа стоит, мы ее тоже с вами обязательно потыкаем. Вот текст, например, какой-нибудь напишем. То же самый блокнот, только с расширенным функционалом. Дальше, CD Burner XP. CD Burner XP это замечательная программа, которая позволяет записывать
CD и DVD диски. Была актуальна в те далекие времена. Вот, мы можем тут записать диск с данными, аудиодиск, записать ISO-образ, копировать диск и также даже стереть этот диск. То есть, в общем, как в старые добрые времена, как раз там были актуальные в те времена диски CD, DVD. Следующая программа FileZilla. FileZilla это FTP клиент, который позволяет нам заходить на FTP и скачивать оттуда, например, программы, там, музыку, фото и так далее и тому подобное. Версия программы 3.1.5, 2008 год. Дальше, Opera 9. Посмотрите, легендарная старая Opera 9. Версия Opera 9.6.2. Год, к сожалению, не написан, но, возможно, внизу. 2008 год. Вот. Конечно, современные сайты он вряд ли этот браузер откроет, но давайте мы попробуем. Давайте попробуем зайти хотя бы на google.com. Заходит успешно. Давайте что-нибудь поищем. Например, поищем YouTube. Вот. Поиск выглядит вот так. Ну, мы попробуем, конечно, зайти на YouTube, но мне кажется, он его не откроет. Так, главный сертификат этого сервера. Ну да, здесь браузер устаревший. Ну, давайте напомнить позже. Давайте посмотрим, откроется и YouTube. Ну, как вам сказать, открылся? То есть, YouTube быстренько прогрузился, но на самом деле нет. YouTube тут не работает, так что видосы через этот браузер мы с вами не посмотрим. Очень классный браузер в те времена. PC Warden это какая-то программа. Это программа по сведению системы. Можно посмотреть информацию о железе, как говорится. Самое что интересно, эта программа показывает, что здесь установлен процессор Intel P6. Хотя здесь виртуальная машина эмулирует мой родной процессор Celeron N4000. Ну да ладно. Как уже понятно, это 2008 год. Даже в названии программы указано, что она 2008 год. RQ. RQ это у нас, если я не ошибаюсь, это программа, которая позволяет соединяться с каким-нибудь сервером и общаться с людьми. UIN так называемый. Возможно, это прототип Квипа, ACQ и других программ. Кстати, ACQ сейчас, конечно, развивается в наше время, но она уже выглядит как Telegram и некоторые другие мессенджеры. Следующая программа SDDU. Эта программа позволяет просматривать PDF файлы. Легендарный файловый менеджер Total Commander. У нас тут версия 2008 года. 7.04. 32 бита. 64, кстати, тоже версия есть. Total Commander обновляется и по сей день. uTorrent, ребята. uTorrent версии 1.8.1. Самая первая версия uTorrent, которая не содержит никакой рекламы, как сейчас ее современная версия 3.5.5. Очень классная вещь. Очень классно. Отсюда мы качали торренты с играми и так далее и тому подобное. Дальше у нас идут две программы VisiDisk Cleaner и VisiRestore Cleaner. Это программы для очистки диска и реестра, соответственно. Эти программы, кстати, входят в состав Power Pack Total Commander. О, все сыпется уже ошибками. Это ошибками все сыпется. Не знаю почему. XP Tweaker — это программа для настройки операционной системы Windows XP. В особом представлении, думаю, не нуждается. Ultra ISO — охренительная вещь, которая позволяет работать с ISO образом. Думаю, тоже в представлении не нуждается. Проигрыватель Windows Media 11. Тот самый, который многие не любили, потому что он много кушал память. Мне больше, да если честно, нравился 10, чем 11. Так, у нас тут еще много всего интересного есть и в меню пуск. Давайте посмотрим. Download Master. Программа, позволяющая скачивать с интернета файлы, папки и так далее и тому подобное. Ну, насчет папок я, конечно, перегнул. Версия программы 5.5.6, 2008 год. Идем дальше. Следующая программа Provision Manager. Это такой типа диспетчер задач. Это диспетчер задач, позволяющий завершить какой-нибудь процесс, который завис. Посмотреть, какие службы. То есть это улучшенный диспетчер задач для Windows XP. 2006 года версия 1.8. Едем далее. Также есть такая программа, как Faststone. Faststone — это легендарная программа по просмотру изображений.
Ну, конечно, тут мало картинок, но есть вот такие вот картинки. Мы можем их спокойно вот здесь просмотреть. Вот, например, вот так даже увеличить. Это красивые ребята. Версия программы 2008 год. Кстати, она имеет скин системы Windows 7. Recovery Hacker — это программа, позволяющая редактировать ресурсы. Версия даже здесь 2002 года. Разрабатывалась в 1999. Вот это уже ретро, можно сказать. Gameplay. Gameplay тоже известная программа, позволяющая проигрывать видеофайлы. У меня не особо нету симпатии по этой программе, я чисто больше пользовался MediaPlayer Classic или же VLC. Я думаю, многие из вас знают эти две программы. WinRAR — легендарный архиватор и с пакетом значков и темой Windows 7, ну или Vista. О программе WinRAR Aero Blue. Самая известная пасхалка. Нажать на вот эту иконочку, и она будет вот так вот вниз уезжать. Программа не зарегистрирована, потому что, ну, она, естественно, платная. Но на самом деле без ключа ее тоже можно спокойно использовать. Так, что у нас еще тут дальше интересного? У нас тут также есть, ребята, игрушки. Ну, правильнее сказать, игры. Есть вот такая игра «Блоки» называется. Вот, посмотрите. Видите, это классический стиль. Здесь, насколько я помню, просто надо вот так вот складывать вот такие вот блоки. То есть нужно сделать так, чтобы ящики успешно дошли к вот этим точкам. Интересная игра. Интересная игрушка. Я только здесь ее и видел. Какого она года у нас? Ну, тут, конечно, не написано. Конечно, но стиль у нее почему-то классический. То есть вот сама тема бывает чисто классическая. Домино. Интересная игра. Мы можем вот играть компьютером сейчас, например. Вот так. Уже на какую-нибудь доминошку. И так далее. Карты. Ну, эту игру вы и так знаете. Дурак. То есть разные варианты дурака, пасьянсы, другие варианты игр. Типа гадания тут. Версия этой игры 2007 год. Версия 5.9.4. Игра обновляется. Последний раз она обновлялась в 2018 году. Косынку вы и так знаете. Кстати, она приобрела дизайн из Vista 7 тоже. Паук. Известная игра. Ну, наверное, кто-то из нас вряд ли в нее полноценно играл, но я ради по приколу играл в эту игру. Чисто ради забавы. Сапер. Легендарная игрушка. Легендарная. Просто легенда. В особом представлении, думаю, не нуждается. Тетрис. У нас тут есть Тетрис. Мы можем прямо сейчас на компьютере погонять в Тетрис. Как на калькуляторах. Я, правда, не очень умею хорошо играть в Тетрис, но если кто-то из вас умеет, напишите об этом. Так, давайте мы посмотрим еще игры. Шахматы. Здесь мы можем настроить, кто ходит и так далее и тому подобное. Вот так вот мы походим. Так, например, давай. Ну и шашки, конечно же, тут есть. Ну, она зависла как. Ну ладно, ничего страшного. В общем, вот такие вот, ребята, здесь были игрушки. Посмотрим еще, какие системные утилиты тут есть. Тут есть у нас утилита Punto Switcher. Это программа, позволяющая автоматически переключать раскладку клавиатуры. Версия 2008 года. Версия 3.0, сборка 67. Так, смотрим дальше. Есть у нас еще такая утилита, как CCleaner. Многие из вас программу CCleaner знают. Легендарная утилита по очистке операционной системы. Обновляется и по сей день. Также там еще была утилита FileMail Tool. Это настройка контекстного меню в системе. Что у нас тут за версия? 5.4.1, версия 2008 года. Едем дальше. Что у нас еще есть интересно? XP Anti-Spoo — это программа по защите системы. Respatch — это изменение оформления системы. ASP Install Checker — это драйвер. Recover — это программа по восстановлению удаленных файлов. Развивается и по сей день, но последний раз обновлялась только в 2016-2017 году. Или даже 18. Изменение иконок диска. Все, вот все программы я вам показал. Давайте откроем мой компьютер. И вот так вот все это дело выглядит. Посмотрим о программе. Здесь поменялась только вот эта картинка. А так все как в обычном Windows XP. Диск C. Ничего прямо интересного тут, конечно, мы не увидим. Так, теперь давайте посмотрим тему. У нас, поехали по порядку. Альфа. Какая-то интересная тема, больше пародирующая то ли семерку, то ли Висту. Но посмотрите, как она выглядит.
у каждого есть свой вкус тем. Я так нейтрально к этим темам отношусь, конечно. Луна Эмерент. Луна Эмерент. Какая-то то ли космическая тема, то ли... вот такая вот тема. Посмотрите, какая тема. Windows XP. Ну, это классика. Это классика жанра. Классическая Луна. Вы ее и так все знаете. Роляль. Тоже легендарная тема. Прямиком из Windows XP Media Center Edition. Впервые мы ее с вами могли видеть в Звере 2007 года. Но хотя мы ее в первый раз могли увидеть в Windows XP Media Center Edition. Классическая. Это классика. А-ля Windows 9X тех времен. Ну и Винстале. Известная тема прямиком из чипа. Вот такая вот интересная тема. По мне так прикольная. Пытается пародировать Висту, хотя на Висту-то даже и не похоже. Давайте поставим обратно роляль. Это моя самая любимая тема в X. Посмотрим обои. Обои тут, как говорят, не скучно. Так, ого, интересно, логотип Microsoft на каком-то интересном фоне. Давайте посмотрим. Но некоторые обои мы смотреть не будем. Говорят, тут некоторые обои для взрослых, поэтому мы не будем их смотреть. А вот такие посмотрим. Это красивая обоина. Интересная обоина из бухты. Город. Не, ну город это красивая обоина. Вот посмотрите, какая. Просто. Дальше идут девушки. Ну, нам это не надо. Нам это не надо. Linux даже есть. Вон, посмотрите, какая интересная обоина. Просто интересная обоина. Остров тут у нас есть. Тоже красивая обоина, интересная. Пляж. Можем вот пляж тоже себе на рабочий стол поставить. Причал. Тоже на пляж немного похоже. Но хотя это на самом деле разное. Seven. Посмотрите, даже обоина Microsoft Windows 7 есть. Смотрите, какая красота. Это все 2008 год. 2007-2008 год. Ну и вот такая красивая обоина. Microsoft Windows. Такие вот дела. Ну, больше мне в этой сборке особого показать нечего. По итогу я могу сказать, что здесь очень много интересного есть. Софта. Также тут большое количество твикеров, программ по защите от антишпионов. Но в то время это все действительно было необходимо. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. Не забудьте также поддержать меня копеечкой через Donation орет. Ссылочка будет в описании под этим видео. В описании под этим видео будут ссылки на мои другие социальные сети. Тоже туда подписывайтесь. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.